Где-то между торжеством на площади и пыльной дорогой на передовой у этой машины наконец началась полноценная жизнь. И да, сегодня мы вам покажем самый настоящий терминатор. То, чего боятся все западные страны и не только западные. Это терминатор. Выглядело это как чудовище и называлось соответственно. Мне очень больно, но я должен довести этот выпуск до конца. Мне нужна твоя одежда, очки и мотоцикл. Ну ладно, мотоцикла у меня сегодня нет, но на чем погонять есть точно. Я чертовски рад видеть эту технику у себя в эфире. Это ведь терминатор, черт возьми, легенда и устрашающая всех западных и европейских недосоюзничков. Погнали про технические характеристики. Что мы тут видим? Мы подходим к терминатору и видим, что это фактически 48-тонный танк, только без пушки. Он обшит броней от Т-72 или Т-90. Лоб у него держит эквивалент 900 мм от бронебойно-подкалиберных снарядов. Борта здесь порядка 450 мм от кумулятива, то есть автоматические пушки и первые поколения ПТРК сюда не то чтобы не заходят, они просто нервно, ну в общем да, в сторонке. Сверху до самого кормового листа здесь навешен контакт 5. В некоторых версиях, наверное, может быть и реликт. Это динамическая защита, что на последних Т-90М, только с двусторонним метанием пластин. Экипаж танка тщательно защищен и находится в такой бронекапсуле. Что вообще такое БМПТ? БМПТ – это боевая машина поддержки танков, то есть тяжелый гусеничный эскорт для основных боевых танков. И вместо одной крупной пушки, как у танка, она несет букет оружия. Две 30-мм автомат пушки 2.42, 4 ПТУРа 9М120 Атака М и парный 30-мм автоматический гранатомет испаренный пулемет ПКТМ. Все это смонтировано в необитаемом модуле на шасси Т-90 с тем же уровнем защиты, комбинированная броня, динамическая защита реликт и при необходимости сюда устанавливается активная защита Арена М. Место механика-водителя. Очень комфортно, очень нравится, много места, ручное управление, закрытие люка, приборная панель. Можно пробовать ехать. Так, тормоз. Сцепление, первая скорость. Едет. Тут в Москву, поставил на техобслуживание свой терминатор, и это, знаете, я сделал с Автоспот. Если зайти на автоспот.ру, то можно посмотреть новые хорошие предложения. Тут, кстати, их полно. Базовый ТО-1 для терминатора предлагает от 600 тысяч, за шины ТО-3 с полной диагностикой замены гидравлики держится в районе 1,5 миллиона. О, вот, кстати, свежий примерчик ТО-3 для терминатора. 2012 год с пробегом всего 1500. Комплекс, масло, фильтр, гусеницы, динамическая проверка ходовой, бонусом мойка шасси. Все цены и нюансы спрятаны в карточке брони на Автоспоте. Ну, красота же! Но если вам нужно обычное ТО для вашей личной тачки, то скачивайте Автоспот, экономьте на сервисах и бронируйте онлайн. Или ссылочка в описании. Зачем вообще нужна боевая машина поддержки танков? В городе и пересеченной местности танки буквально слепнут. Пехота с РБК подбегает или с ПТРК прячется на крышах верхних этажей, например, в складах рельефа, ну и так далее.
БМПТ идет рядом. Обычно 1-2 машины на танковую роту. И метлой из 30-миллиметровой пушки, гранат и ракет вычищает буквально эти точки, пока танк занимается тяжелыми целями. Пока танк занимается тяжелой целью. Круто, блядь, охуеть. От БМП и БТР машина отличается именно тяжелой броней и тем, что ее экипаж, 5 человек, работает только изнутри, не высаживается наружу. Терминатор – это результат 40 лет армейских фрустраций, уроков из Афгана и Грозного, горящих Т-72 и несвоевременной пехоты. Первые идеи машины сопровождения танков родились еще в 80-х годах, когда в узких горных ущельях Афганистана пехота банально не успевала прикрывать броню. Потом был Грозный. Танки шли по городским улицам, утыкались в окна с РПГ, а единственным прикрытием оставалась зенитка «Утес». И сами понимаете, это было на башне. Слабое утешение, когда противник с 3 этажей сразу же бьет в борт и крышу. Так родилась идея. Нужен не танк и не БМП, а нечто среднее. Зубастый, бронированный монстр, способный зачищать этажи и фланги, освобождая танк от лишней работы. Так появился объект 199, он же «Рамка». Выглядело это как чудовище и называлось соответственно «Боевая машина поддержки танков». Первая машина – это 2 30-мм пушки, 4 ПТУРа, 2 автоматических гранатомета, пулемет и целых 5 человек экипажа. Уровень защиты как у самого танка, но тогда Минобороны принял решение отложить проект, мягко скажем. Но спас экспорт. Казахстан, Алжир был первыми, кто начали закупки. А вот реальный опыт пришел уже только из Сирии, где несколько машин прикрывали Т-90А на улицах Пальмиры. И там они показали себя с лучшей стороны. Точные удары по этажам, подавление огневых точек и, главное, ни одной боевой потери. Где этот парень берет пушки? Да, это самый распространенный вопрос, который меня задают. И правда, где ты берешь свои пушки? И я скажу тебе в секретном канале. С приходом специальных военных обстоятельств терминаторы стали появляться в зоне все чаще. Первая рота – 9 машин. Они засветились под Северодонецком и прикрывали танковую колонну. И тут начался настоящий экзамен. Да, машина эффективно убивает засевшую в зданиях пехоту, прочищает фланги и позволяет танкам сэкономить осколочно-фугасные снаряды и не лезть пушкой в каждый подвал. Ну и противник с 2022 года изменился. ФПВ-дроны, рои коптеров, охота на тепловизор – все это сделало из БМПТ громкую мишень. Самое вкусное в этой машине – это вооружение. Терминатор оправдывает тут свое имя. Это не просто платформа, а зубастая машина, рассчитанная на то, чтобы вычищать все живое вокруг танка. В центре сдвоенные пушки 30 мм 2,42. Их можно переключать между режимом дозвона, то есть 200 выстрелов в минуту, и полноценной лентой до 550. Пушки здесь стабилизированы в обоих плоскостях. Углы наведения от минус 10 до плюс 45 градусов. То есть они могут лупить как по верхним этажам здания, так и по пехоте на неровной местности буквально себе под ноги. Боекомплект 850 снарядов, в том числе бронебойные и осколочно-фугасные. На практике же это выкашивание 3-4 этажей типовой DVD-этажки, пробитие легкой бронетехники и возможность работать сериями, не утыкаясь в перегрев пушки или перезарядку. Следом идут 4 ракеты, 9 М121 – это атака М. У них радиолучевое наведение, цель подсвечивается и ракета летит в луче на дальность до 6 километров. Тандемная боевая часть уверенно пробивает 800 мм за динамической защиты. В чем плюс? Эти птуры буквально сносят танки или укрепленные точки за пределами прямой видимости, куда 125-мм пушка, например, не дотягивается из-за угла рельефа и застройки. Место правого гранатометчика. Так, я вижу здесь перископы, могу прицел наблюдать все. Это рукоять управления огнем, видимо, прицеливание и дальномер. Дальше у нас идет АГ-17Д. Спаренные гранатометы, которыми управляют 2 оператора, слева и справа от механика-водителя. Это уже, по сути, навесная артиллерия 30-миллиметровыми гранатами, то есть сектор стрельбы по 15 градусов влево и вправо от носа мишени. Каждый по 300 гранат. Их задача – вымывать пехоту из окопов, дворов, окрестных кустов и куда
даже пушка не видит. Очень удобно, когда враг лежит в мертвой зоне. И, конечно же, хорошо, когда он переходит в мертвую зону, если вы понимаете, о чем я. Выходим на огневой рубеж. У меня сегодня 3 БМП против БМП-Т Терминатор. Справа стоит БМП-1, дальше БМП-2 и БМП-3. Да разразится буря. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кстати, в этом выпуске я полностью одет в одежду компании «Сплав», и мне это очень нравится. Она удобная, она футуристичная, хороший крой, пошив и так далее. Короче, если хотите выглядеть как настоящий терминатор, переходите по ссылочке в описании и покупайте одежду в компании «Сплав». В серединке это ПКТМ калибра 7,62, спаренный с пушками, у него 2000 патронов. И на первый взгляд вы скажете, это мелочь, но в городском бою достаточно дешевое средство поражения пехоты. Самое главное, что все это собрано в одном боевом модуле. Место наводчика, чебурашка, прицельное приспособление, комплекс сосна, у командира там тоже чебурашка. Выбор БК, ОФЗ и бронебойно-зажигательный трассирующий. Но это не просто киборг-убийца, это еще и умный киборг-убийца, потому что у него здесь очень крутые мозги и очень качественные глаза. Это сосна У, а это прицельное приспособление и полный визор командира. Давайте посмотрим наглядно, как это работает. Это место командира. Чебурашка, управление боеприпасами, радиосвязь, все происходит отсюда. Триплекса, круговой обзор, можно смотреть взад, вперед и так далее. Система вентиляции, все есть. Начнем с прицельно-наблюдательного модуля «Сосна У». Днем это 8-кратная оптика, ночью матрица 8-12 микрон, то есть четкий тепляк, видит работу движка на расстояние 5 километров. Лазерный дальномер щелкает цели с точностью до метра, а двухплоскостная стабилизация держит прицел намертво, то есть даже когда машина прыгнула на кочке. Если перед вами в прицеле полноценный танк, захватится и будет висеть в рамке до дистанции тех же 5 километров. У командира своя игрушка, это панорама уровня Т-90М. Полный обзор за секунду, дневной канал плюс собственный тепловизор, так что режим охотник-убийца работает круглые сутки. Схема здесь простая. Командир подсвечивает цель, автоматика перехватывает башню, наводчик лишь подтверждает выстрел. И за счет этого терминатор успевает первым ткнуть врага в нос. Автомат сопровождения цели здесь вообще золотой ресурс. Весь полет ракеты система сама удерживает метку на движущемся БТРе или БМП, ну или танке, пока оператор лишь следит за тем, чтобы ничего случайно не перекрылось. Никакой ручной тряски, никакой усталости, электроника делает черную работу за людей. Дополнительный уровень безопасности – это система предупреждения лазерного облучения. Как только в нее попадает дальномер или целеуказатель, он тут же разворачивается башней в сторону противника и выкидывает тучу. То есть противнику нужно будет заново готовиться к атаке. Удобно, что модуль вынесен наверх и ФПВ не страшны. Что по ходовым? Под капотом у БМП-Т дизель V92S2. Это 12-цилиндровый V-образный монстр на 1000 лошадиных сил. Тот самый движок, который стоит и на Т-90 с ресурсом в 1200 моточасов. Завел и поехал. Удельная мощность около 20 лошадок на тонну. С такой массой это позволяет
спокойно идти по шоссе 60 км в час, а по целине держать примерно 35. Трансмиссия здесь модульная. Моноблок двигателя и коробки вытаскивается краном за полчаса. Все по стандарту Т-90М для быстрой замены в полевых условиях. Нет необходимости перекраивать пол машины, чтобы поменять мотор. По запасу хода здесь без сюрпризов. 1200 литров внутреннего топлива дают примерно 550 километров пробега. Можно ехать долго, можно возвращаться назад на одном баке. Гусеницы здесь широкие, 580 мм, давление на грунт меньше 1 кг на квадратный сантиметр. По сути, идет по болоту как по тротуару. БМП Терминатор преодолевает стенки до 80 сантиметров, рвы в 2,7 метра и форсирует водные преграды глубиной до 1,2 метров. Причем без установки специальной трубы для подводного вождения. То есть по ходовой это полноценный танк, только с большей универсальностью в задачах. И что важно, кстати, все это обслуживается теми же руками, что и экипажем стандартного танка Т-90 или Т-72. Для логистики и ремонта это, согласитесь, огромный плюс. Примерно $3,5 миллиона за машину по заводским документам. Для сравнения, Т-90М прорыв стоит около 4,3 миллиона. То есть телохранитель обходится почти так же, как охраняемый. Разница в цене около 20%. Что тормозит массовость, честно не знаю, но мне кажется, все упирается в деньги и производственные мощности. Уралвагон загружен сейчас заказами на Т-90М и восстановлением мобилизованных Т-72Б3. Линии под БМПТ стоят рядом с танками и отнимают те же материалы, рабочее время и технику. Приоритет все-таки за танками. Пока каждая 10-я бронекоробка уходит под Терминатор, и чтобы запустить поток в сотни машин, придется перекидывать деньги с БТРов, дронов или чего-то еще. На такие решения Минфин, наверное, пока не пойдет. На сегодня это дорогой, редкий, но полезный аксессуар для элитной танковой бригады. Завтра, если найдутся деньги, то заводы потянутся и темп Терминатора возрастет. И это может превратиться из штучного парадного зверя в реальную боевую систему. А послезавтра все решит рынок. И если хотя бы один батальон этих машин выйдет из боя сквозь ФПВ и артиллерию с репутацией и без потерь, значит, заказы пойдут. Все, кто соприкасается с Терминаторами, так или иначе у них страдает правая рука. В моем случае я стволами обжег руку, мне ее перемотали, мне очень больно, но я должен довести этот выпуск до конца. Сначала мы выпускаем ПТУР Атака М по правой БМП. Поехали! Сейчас я хочу посмотреть, как Терминатор лупит строчкой в правую мишень из 30-х калибров. Спаренная пушка 2,42. Сейчас он строчит двумя 30-ками по БМП, которая стоит впереди. Затем он будет стрелять АГСами. С вами крупнокалиберный переполох, друзья! Не переключайтесь! Дальше будет интересней!